coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, с вами Холдым, дорогие товарищи, всех приветствую, и вот, опять же таки, кризис в Кремле, теперь будет поменьше времени затрачено на выпуск, я постараюсь теперь меньше времени, будет покороче видосик, но да ладно. Давайте мы продолжаем играть за президента, получается, РСФСР, получается сейчас именно, или генерального секретаря, это уже, я не знаю, за кого мы сейчас теперь играем, какая у нас должность. Ну и мы продолжаем сопротивляться реформам. КП РСФСР. Еще скажу кое-что. Почему я постоянно сопротивляюсь вообще всем реформам и очень не хочу играть за демократов и монархистов? Ну просто потому, что, по моему мнению, это будет очень тяжело. Как я знаю, за демократов прям очень тяжело, или даже за монархистов играть очень тяжело. И ты хрен страну сможешь сохранить. У тебя народ просто будет бунтовать, там национализм будет бешеный, тебе придется давить все эти националистические бунты. А вы за социалистов этих бунтов нет, так как ты их быстро подавляешь, и все, они вообще больше не возникают, потому что у тебя идея у тебя идея именно интернационализма. Вот. А без этой идеи эти националистические движения, как не знаю, как грибы после дождя растут. Ну ладно, вперед давайте. Как известно, все советские республики имеют свои федеральные коммунистические партии. Однако Россия этой чести не удостоилась. Оппозиция в КПСС требует создания КП РСФСР, чтобы в таком размежевании получить возможность для действия по поводу дальнейшего пересмотра реформ, проводимых ЦК КПСС Центрального... По поводу дальнейшего пересмотра реформ, проводимых ЦК КПСС. Центральное руководство попыталось успокоить данное волнение, учредив альтернативные партийно-организационные структуры без создания партии, однако оппозиция остается неугомонна. Горбачев, идя по своей компромиссной соглашательской линии, хочет возродить российское бюро ЦК КПСС, существовавшее в 50-х и 60-х годах. Партийные ортодоксы, в свою очередь, категорически против уступок своим политическим оппонентам, аргументируя это тем, что если КП РСФСР будет действительно создано, то это спровоцирует рост сепаратизма и национализма в России. А что думаете вы, Виталий Иванович? Вот тут интересная вещь. Ну, отчасти там же говорят, мы сможем более хорошо сопротивляться КПСС основной. Мы сможем более, хорошо именно. Ну, я не знаю, давайте попробуем. Хотя Горбачев хочет, чтобы мы это сделали. Давай, а что будет, если согласимся? Виталий Воротников выступил на очередном заседании партии, поддержав идею возрождения российского бюро ЦК КПСС. Пленум ЦК КПСС избрал РБ ЦК КПСС, возглавленный Михаилом Горбачевым, и куда вошли руководители партий наиболее важных регионов страны. Решением пленума на бюро была возложена обязанность координировать деятельность областных и краевых партийных организаций РСФСР, направленную на реализацию политики КПСС, осуществляя контроль за выполнением решений съездов и конференций партии, пленумов и политбюро ЦК КПСС. Однако оппозиция все еще требует создания отдельной компартии для РСФСР. А вот тут как-то мне это не нравится. Это контроль увеличивает нашими. Давайте нет. Так, я передумал. Извиняюсь, загружаемся. Давайте нет. Выступить категорически против создания КП РСФСР. Ни хрена, не хочу я. Мне кажется, это плохо кончится. Виталий Воротников выступил на очередном заседании партии против создания отдельной для РСФСР коммунистической партии, назвав курс на политическую реформу России неминуемым движением к распаду. Пленум ЦК КПСС избрал РБ ЦК КПСС, возглавленный Михаилом Горбачевым, и куда вошли руководители партии наиболее важных регионов страны.
с этими праворадикалами. Они праворадикалы. Давайте раздробим их. Оставить их в покое ни в коем случае, их надо ослабить, так как вы понимаете. Ну еще кое-что. Они поддерживают перестройку, и они являются антисоветчиками. Тогда кто будет мне потом говорить, что перестройка это чисто именно проект, созданный социалистами? Ага. Странно, что социалисты, большинство именно реальных социалистов против перестройки, а ее же поддерживают праворадикалы. Ладно, давайте расколоть память и стравить оставшиеся группы между собой. Благодаря блестящей работе 5-го отдела КГБ в памяти произошел очередной раскол. Взаимные обвинения в массовости и в масонстве и сионизме полностью добили организацию, и она распалась на десятки малых, однако малозначимых партий. Праворадикалы быстро покинули политическую сцену страны, сохранив свое влияние только среди самых отпетых антисоветчиков. Вот и хорошо. Политвласть потратили, зато избавились от этих праворадикалов. Больше не будут нам портить все. Второй съезд народных депутатов. Виталий Иванович, сегодня начал свою работу второй съезд народных депутатов. После внезапной кончины Сахарова и прошедший по всей стране панихиде, новым негласным лидером демократического движения стал опальный Борис Ельцин. Пока что ситуация на съезде находится в пользу консервативного большинства, возглавляемого фракцией «Союз», которое усердно требует усиления полномочий центра, в то время как меньшинство, Сейчас, дайте. Надо выпить. Представленные разного рода демократами призывают к отмене 6-й статьи Конституции СССР, который указывает, что КПСС является ядром политической системы страны. Они слишком влиятельны. Получается, у нас выбора нет. Ну давайте так, призвать правительство остановить развал страны. На втором съезде народных депутатов СССР 6-я статья вызвала бурную полемику. Перед открытием съезда МДГ обратилась с призывом к всеобщей политической забастовке в поддержку требований об отмене 6-й статьи. За несколько дней до своей неожиданной смерти на первом утреннем заседании выступил Андрей Дмитриевич Сахаров с требованиями включить в повестку дня вопрос о 6-й статье Конституции. Но большинство на съезде отказалось включать вопрос в повестку дня. Михаилу Горбачеву удалось уговорить депутатов вообще не обсуждать вопрос о 6-й статье Конституции. Сегодня, в ответ на действия Горбачева, Виталий Воротников призвал лидера СССР покончить с сепаратизмом в союзных республиках и прекратить потакательство прибалтийским националистам. Под аплодисменты коммунистов и освистыванием демократов Воротников вступил в полемику по этому вопросу с Горбачевым, который продолжал утверждать, что для продолжения перестройки требуется демократизация политического управления и децентрализация власти. В итоге спор закончился ничем. 6-я статья осталась в силе, но надолго ли? Ну, зато мы остановили развал страны. Не позволим им отменить 6-ю статью. КПСС, для единства страны должна быть одна политическая партия, одна именно. Наша именно, ну как сказать, хотя бы она, ну я даже готов, пойти на некоторые уступки и сделать, чтобы во главе осталась КПСС, но немножко, хотя бы, раздробленная на несколько крыльев. Демократов, консерваторов и там ультра каких-нибудь других, если их добавят вообще. Я имею в виду ультралевых. Я их имею в виду. Ни в коем случае ультраправых. Вот если будут добавлять их, то я вообще сразу откажусь от этого и пошли они нафиг. Никаких ультраправых в правительстве. Ну смотрите, развал мы потихоньку останавливаем. Падает потихоньку все. Хотя инфраструктура у нас совсем все плохо. Может давайте уменьшим? Хотя нет, политическая власть слишком важна. Ее я не могу терять. Вообще. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше. Реально очень интересно. МС
Рональдс. Еще в 98-м были начаты переговоры об открытии первого в Москве, да и во всей России, известного на весь мир ресторана быстрого питания Макдональдс. Макдональдс, да. В 1988 году московские газеты сообщили, что первые московские Макдональдсы будут приглашать на работу студентов и школьников, причем большинство из них на неполный рабочий день. Учитывая интенсивный труд, оплата будет высокой – 2,5 рубля в час. Изначально писали советские газеты. Через месяц должно состояться его открытие, однако не всем так рады, однако не все так рады этому событию. Партийные консерваторы считают этот шаг последним гвоздем в крышку гроба советского социализма и полной капитуляции перед лицом капитализма. Тем не менее, московское правительство имеет 51% акций в новом предприятии, поэтому открытие ресторана позволит пополнить наш стремительно уменьшающийся бюджет. Ну, во-первых, если Макдональдс останется под контролем государства, то я, разумеется, не против. Мы не будем, если будет все в меру, мы не будем пропагандировать людей идти в Макдональдсы, но и будем их контролировать, то пускай останутся. Почему бы и нет? Отменить строительство, выделив средства на модернизацию советского общепита, давайте не будем. Давайте так, открыть ресторан. Новое заведение, привычное для Запада, но резко контрастирующее с традиционным советским общепитом, стало настоящей сенсацией для СССР. Чтобы попасть в него, нужно было отстоять несколько часов в очереди. На рассвете свыше 5000 человек собрались перед рестораном, ожидая открытия. В первый день работы ресторана Макдональдс на Пушкинской площади обслужил более 30 тысяч посетителей, установив мировой рекорд первого рабочего дня в истории Макдональдс. Ранее мировой рекорд принадлежал Будапештскому ресторану, 9100 посетителей. Стоимость гамбургера составила 1 рубль 5 копеек, а Биг Рак 3 рубля 75 копеек. При средней заработной плате советского человека в 150 рублей. О, неплохо. О, и денежки появились, давайте. Денежки появились, пополним бюджетик. Бюджетик надо пополнять. Я не против Макдональдса, что тут такого? Если он под контролем государства, пускай будет. Я и так сам люблю Макдональдс. Я не могу против него пойти, уж извините. Не надо уходить в крайности. Да и народ этому будет очень рад. Рыночный гамбит. О, что-то это мне не нравится. Сегодня Совет Министров СССР признал нереальность выполнения программы декабря 1989 и приступил к работе по разработке более радикальной и рыночной реформы экономики. По заверениям Рыжкова, до 1989 года целью политики правительства было создание демократического социализма, где государственная плановая система дополняется самоуправлением на предприятиях, хозрасчетом и мелким бизнесом. Полный переход к капитализму осуждался. Теперь же, когда стал очевидным провал такой концепции, полумер правительство поручило разным рабочим группам создать концепцию перехода Союза к рынку. Как это повлияет на экономику страны, понятно сразу, благо польской... Как это повлияет на экономику страны, понятно сразу. Благо польский опыт с 60% инфляции дает нам почву для размышления, однако обратного пути уже нет. Движение к капитализму есть планомерный и длительный грабеж страны. Осудить предложение. Слишком мало влияния. Движение к капитализму есть планомерный и длительный грабеж страны. Осудить предложение. Но, разумеется, осудить.
Виталий Воротников раскритиковал правительственный курс на переход к капитализму, назвав предлагаемые меры гарантированным движением к развалу экономики, социальному коллапсу и разрушению традиционных торговых связей между республиками. РСФСР, похоже, реформы обошли стороной, однако обстановка в стране накаляется, экономические проблемы, которые, как еще пару лет назад заявляла советская пропаганда, был свойственен только капиталистическим странам, добрался и до оплота социализма. Но, разумеется, он сопротивленец. Ой, что-то у нас сильно все что-то у нас все плохо очень. Знаете, давайте-ка я на что-то потрачу. Что у нас так падает инфраструктура? Ну давайте инфраструктуру. Давайте деньги на инфраструктуру выделим. А то что-то мне это очень не нравится. Продолжаем. Так. Еще кое-что скажу по поводу компании польской. По правде, еще кое-что скажу. По правде, Польша никогда вообще, если кто не знал, Польша никогда вообще не была именно, как это сказать, ну, социалистической. У нее всегда был частный сектор. Если Советский Союз довольно долгое время вообще именно предпринимательство у Союза было прям малочисленным и прям под строгим контролем, то у Польши именно частный сектор очень сильно преобладал. И, кажется, он в сельхозе, именно в сельскохозяйственной именно отрасли, он тоже его было очень много. И из-за этого там чаще всего именно в Польше были проблемы с обеспечением людей с сельхозпродукцией. Рекомендую там ознакомиться с таким интересным видео у канала Plague Doctor. Чумной доктор на английском пишите, и там вам канал должен появиться. Можете его поискать, он появится. И заглянуть туда. У него там есть видео с польским экономистом. Именно они очень много обсуждают. Очень грамотный по правде человек. И очень интересно, вы много интересного подчеркнете о Польше. Именно еще 50-х, там 50-х там годов. До, кажется, развала именно соцлагеря. Третий съезд народных депутатов. Сразу третий съезд. Проблема 6 статьи Конституции СССР, закрепляющая главенствующую роль КПСС в политической жизни страны, давно будоражит умы не только демократов, но уже и многих реформаторов-коммунистов. Несмотря на то, что в Союзе появился полноценный парламент, гарантирующий свободу слова и инициативы каждому избранному депутату. Проперестроечные силы требуют продолжения реформ вплоть до создания полноценной многопартийной демократии. С этой целью был создан внеочередной третий съезд народных депутатов, который должен раз и навсегда закрыть вопрос 6 статьи. Агитировать против отмены статьи. Виталий Воротников выступил с резкой критикой предложения об отмене 6 статьи Конституции, однако его мнение не было учтено в парламентских спорах между приверженцами разных сторон по этому вопросу. Из 6 статьи Конституции СССР официально было исключено упоминание о руководящей роли КПСС. Также, согласно принятым в Конституции изменениям, была введена должность президента СССР, который должен избираться гражданами СССР на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. Так, продолжаем, извиняюсь. Однако было отмечено, что первый президент СССР избирается съездом народных депутатов СССР на тот же срок. МС Горбачев безальтернативным голосованием на съезде был избран первым президентом СССР. Так, а нельзя как-то по-другому это противостоять этому? Секунду, давайте-ка я сейчас кое-что сделаю. Так, ладно, продолжаем. Я попытался, тут вообще нельзя. Нам придется просто пытаться, как слон именно, пытаться чему-то противостоять. Литовский путь к независимости. Перестройка полностью перевернула общественную жизнь в прибалтийских республиках, поспособствовав
невероятному росту национализма и сепаратизма в регионе. В первые годы перестройки движение за независимость Литвы значительно усилилось и находило все больше поддержки со стороны местных властей. В 1989 году была организована акция «Балтийский путь». Жители Литвы, Латвии и Эстонии, выражая свое желание выйти из состава СССР, выстроили живую цепь длиной почти в 600 километров. А месяц назад Верховный Совет ЛССР объявил о восстановлении независимости Литвы. Тем самым Литва стала первой советской республикой, объявившей о выходе из СССР. Однако Центр не собирается мириться с настроем националистов. Горбачев планирует объявить республике экономическую блокаду, вынудив вернуться в русло Москвы. А не слишком ли это по-сталински? Нам не дают? Не получится. Ну, давайте последовать требованиям Кремля и объявить блокаду. СССР ввел экономическую блокаду Литвы, прекратив экспорт нефти и газа. Долгие просьбы одуматься и изменить решение ни к чему не привели. Литва продолжает идти курсом на полную независимость от СССР. Через 74 дня блокада была снята, а через месяц Эстония и Латвия объявила о выходе из состава СССР. А каким образом мне нужно было этому противостоять? Или у меня вообще нет возможности противостоять развалу СССР? Так что ли? Каким образом мне вообще всему этому противостоять я должен? Рождение российского парламентизма. Сегодня должен открыться первый съезд народных депутатов РСФСР, выборы которого прошли несколькими месяцами ранее. Согласно новому закону о государственной власти, высшие органы РСФСР высшим органом РСФСР вместо Верховного Совета стал съезд народных депутатов, который был правомочен принимать к рассмотрению и решать любые вопросы, отнесенные к ведению РСФСР. Пост председателя президиума, который вы сейчас занимаете, Виталий Иванович, будет упразднен в пользу представителя Верховного Совета, который, как и полагается, должен быть избран съездом. Но проблема заключается в том, что единственными кандидатами на этот пост являются сверхпопулярный и харизматичный лидер российских демократов Борис Ельцин и умеренный реформатор, а также действующий председатель Совмина РСФСР Александр Власов. Пока победителя противостояния предугадать сложно, однако народная поддержка все же на стороне Ельцина. Дождаться результатов голосования. Лидер России может измениться. Опять будет Ельцин. По итогам голосования с перевесом в 44 голоса председателем Верховного Совета стал Александр Власов. Демократы потерпели серьезное поражение. А вот это хорошо, а вот это хорошо, это хорошо. Мы все-таки держим власть в своих ручонках. Давайте еще чуть-чуть. Возрождение государственного суверенитета. Первый съезд народных депутатов ознаменовался не только вашим избранием на пост председателя Верховного Совета, но и жаркими дискуссиями по поводу будущего государственного устройства России. Либералы и демократы агрессивно агитируют за принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР, которая поставит приоритет российских законов над общесоюзными. Противники данной инициативы выступают лишь за незначительное расширение автономии России в составе РСФСР. Аргументируют это тем, что объявление государственного суверенитета приведет к окончательному коллапсу в экономике и разрушит традиционные межреспубликанские связи. А что вы думаете? В конце концов, мы сейчас руководитель России. Вы сейчас руководитель России. Выступить на съезде против инициативы. Разумеется, мы не будем декларацию подписывать, так как это очень сильно ударит по экономике. Вы сами знаете, что Советский Союз — это единая государственная машина. Если мы выйдем из состава, мы такие убытки понесем, что вы даже не представляете. Наш же народ просто сожрет с потрохами. Из-за этого против инициативы.
Председатель Верховного Совета РСФСР резко раскритиковал предложение народных депутатов принять декларацию о государственном суверенитете, заявив, что данные меры приведут лишь к ухудшению общего положения в стране. Однако его мнение не было учтено. Тихо. Съезд народных депутатов успешно принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Помимо провозглашения суверенитета РСФСР и намерения создать новое демократическое правовое государство в составе обновленного Союза СССР, в декларации также утверждается приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательными актами СССР, равные правовые возможности для новообразованных политических партий, общественных организаций, объединений, в том числе и неформальных, прицепив разделение законодательной, исполнительной и судебной властей, необходимость существующего расширения прав автономных республик, областей, округов, краев в составе РСФСР. После того, как вы окончательно утратили все свое политическое влияние, вы были вынуждены уйти на почетную пенсию. После избрания на ваш пост идеолога перестройки Александра Яковлева, полностью поддержавшего линию Горбачева, вы были обвинены во всех смертных грехах и ошибках своего руководства России. И вскоре о вас все окончательно забыли. Однако уже в новом тысячелетии, вы пятилетнюю годовщину после вашей смерти, вы будете удостоены памятного бюста в своем родном городе. Так, ну давайте сейчас я перезайду. Я не хочу просто поражением все заканчивать. Давайте. Но получается, мы больше ни на что не влияем. Так, смотрите кое-что. Я не стал ничего делать, смотрите, что получилось. Съезд народных депутатов РСФСР отказался принять предложенную либеральной группой декларацию, отдав предпочтение небольшим политическим реформам, которые не повлекут за собой коллапс экономической системы. Вот и хорошо. Понадеемся на демократию. Ну, более-менее мы держимся еще. Умеренный, мы теперь умерены. Придется умеренно быть. Хотя, ну, давайте еще кое-что я сделаю. Так, ну что ж, я все сделал, именно все осталось все тем же. Недовольство народа, конечно, большое, но хотя бы более-менее экономика пока что еще жива, и социальное положение граждан не сильно такое прям плохое. Посмотрим, как будет дальше все проходить. Ой, пипец творится в стране, мне кажется, мне не получится спасти Россию, это пипец просто. Какой же пипец творится в России, ё-моё, это не Украина, блин. Ну понятно, почему у нас трындец, во всех республиках уже давно реформы приведены, и мы ничего уже сделать не сможем. Нам совсем чуть-чуть осталось до развала, 91 год совсем скоро будет, и ГГЧП. Нам бы дожить до ГГЧП и каким-то образом помочь им в победе. Ну, посмотрим, удастся нам или не удастся. Посмотрим, удастся нам или нет. Посмотрите в описании, там будет ссылочка на мой Discord сервер и на Discord сервер по Доки-Доки. Я там частенько посиживаю, буду рад вас там видеть. Пишите комментарии с предложением новых игр, критикой, конструктивной критикой и своим мнением, конструктивной критикой, мнением и все остальное. Я буду рад еще. Ну, может, еще на какие-то исторические темы захотите пообщаться, я буду рад с вами об этом поговорить. Ставьте лайки, если понравилось. И с вами я, конечно же, чуть не забыл. Не забудьте, нажать на кнопочку подписаться и на колокольчик. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.